Всем панкейк, дорогие друзья! Сама мысль о тюрьме достаточно ужасна, чтобы удержать большинство людей по эту сторону закона. Быть лишенным свободы передвижения и возможности видеть любимых, разрушить карьерные перспективы, не говоря уже о риске всех видов нападений со стороны закоренелых преступников. Что может быть хуже? Разве что оказаться в самой страшной тюрьме в мире, по сравнению с которой другие тюрьмы кажутся лагерем летнего отдыха. Сегодня мы расскажем о самых зверских тюрьмах мира, в которые врагу не пожелаешь попасть. Тюрьма Бангванг, Таиланд. Это исправительное учреждение, расположенное в Бангкоке, известно как Бангкок Хилтон, благодаря показу австралийского сериала, в котором одну из главных ролей исполнила Николь Кидман. Сами тайцы называют эту тюрьму «Большой тигр», намекая на то, что она пожирает своих жертв. В ней содержатся заключенные, приговоренные к смертной казни, либо к длительному сроку заключения. Поэтому немногие из них когда-либо выходят из пасти большого тигра. В Бангванге практикуются пытки, а осужденных, по 25 человек и более, содержат в небольших камерах 6 на 4 метра. Кормят преступников один раз в день, а остальную еду им приходится покупать на деньги, которые дают родственники или друзья. Из-за переполненности камер, отсутствия нормальных санитарно-гигиенических условий и плохого питания в Большом Тигре часто возникают вспышки холеры, дифтерии, малярии и других заболеваний. Тюрьма «Черный дельфин», Россия. В этой исправительной колонии особого режима содержатся самые опасные преступники со всей России, включая людоедов, террористов и педофилов. Заключенные спят при включенном свете и постоянно находятся под видеонаблюдением, а когда они выходят из камеры под конвоем, за ними следует кинолог с собакой. Размер камер невелик – 4,5 квадратных метра. Причем помещение представляет собой клетку в клетке, так как стальная решетка отделяет людей от окон и дверей. Всякий раз, когда осужденные идут по коридорам, им завязывают глаза, что не позволяет запоминать план тюрьмы, уменьшая возможность побега. Руки осужденных при передвижении скованы за спиной, а голова низко опущена. Это так называемая поза ласточки. Гуляют заключенные также со скованными за спиной руками. Эта стратегия доказала свою эффективность, поскольку из «Черного дельфина» еще не было побегов. Исправительное учреждение Санте, Франция. Единственная тюрьма, оставшаяся в пределах Парижа, известна своими суровыми, если не сказать жестокими условиями содержания заключенных. Многие арестанты покончили с собой, отбывая наказание в Санте. Например, в 1999 году было совершено самоубийство 124 заключенных. Насилие в этой тюрьме настолько распространено, что заключенные выходят из камер только на 4 часа в день. Есть грустная ирония в том, что название Санте переводится как «здоровье». Оно дано по названию расположенной рядом улицы. Ла Модело, Колумбия. В этой печально известной тюрьме заключенные имеют легкий доступ к оружию и даже к гранатам, а кровопролитие является обычным явлением. Одним из худших примеров является смерть 25 заключенных, убитых 27 апреля 2000 года. По политическим взглядам заключенные в Ла Модело делятся на левых и правых. Соответственно, и тюрьма разделена на 2 сектора, между которыми идет война. Причем в секторе правых даже есть своя тюрьма, в которую сажают провинившихся. ADX Флоренс, США. Когда-то самой неприступной тюрьмой США считался Алькатрас, расположенный на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Именно там содержались главные враги общества, включая, например, Аль Капоне. Однако и оттуда случались успешные побеги, несмотря на все меры безопасности и опасные холодные течения в море. В 1963 году Алькатрас прекратил работу и в итоге превратился в одну из крупных туристических достопримечательностей. Опасные же преступники рассеялись сразу по нескольким объектам с максимальным уровнем безопасности. Большинство отправились в новенькое учреждение Марион в штате Иллинойс. Именно в Марионе впервые были опробованы некоторые принципы, которые позже были доведены до совершенства в ADX Флоренс.
Сперва заключенных пытались перевоспитывать с помощью специальных психологических программ. Но в конце концов в Марионе заработала система контрольных блоков, подразумевавшая содержание самых опасных арестантов в полной изоляции в течение 23 часов из 24 имевшихся в сутках. Но это не помогло. 22 октября 1983 года с разницей в несколько часов двое заключенных, состоявших в группировке «Арийское братство», зарезали 2 охранников учреждения. Это стало поводом для создания нового уровня безопасности тюрем. Если раньше высшим был максимальный, то после инцидентов 1983-го появился супермаксимальный или супермакс. Первым супермаксом стал сам Марион. Однако руководству Федерального бюро тюрем стала очевидна необходимость строительства объекта такого рода с нуля, специально спроектированного в соответствии с новыми принципами, а не вынужденно под них трансформированного. В качестве места расположения выбрали окрестности городка Флоренс в Колорадо. Место было не случайным. Флоренс располагается в округе Фремонт, примерно в центре прямоугольного штата в 160 километрах от Денвера, его столицы и крупнейшего города. Основу экономики Фремонта как раз и составляет обслуживание тюрем. На территории округа в настоящее время расположено сразу 15 пенитенциарных учреждений разного класса, а те, кто содержится в их камерах, составляют до 20% окружного населения. Тюрьма супермаксимально строгого режима исполнения наказаний ADX Florence стала частью федерального исправительного комплекса, в составе которого имеются и учреждения с более мягким режимом содержания. Ее построили за $60 миллионов, причем землю под объект выкупил сам округ, ведь возведение еще одной тюрьмы гарантировало местным жителям появление около 900 новых рабочих мест. В эксплуатацию ADX Florence ввели 10 января 1995 года, и после реорганизации Мариона в 2006 под средний режим безопасности он остался единственным в своем роде в Соединенных Штатах. Эта исправительная тюрьма максимально строгого режима является более чистой версией ада. Причем такой эпитет выдумали не журналисты, а бывший начальник тюрьмы. Она предназначена для содержания самых опасных преступников, многие из которых находятся в круглосуточном одиночном заключении в камерах 2,1 на 3,7 метра. Они проводят в камерах по 23 часа, а оставшийся час проводят в отдельном помещении, где можно походить или заняться физическими упражнениями. Стол, койка и стул в камерах ADX Florence сделаны из литого бетона. Впрочем, в них есть такая роскошь, как унитаз и раковина без крана. За примерное поведение заключенных могут перевести в камеру с телевизором, радио и зеркалом из полированной стали, прикрученной к стене. Тюрьма Ла-Сабента, Венесуэла. Самые страшные тюрьмы мира обычно переполнены заключенными, но даже среди них Ла-Сабента стоит особняком. В здании, рассчитанном всего на 700 человек, содержится более 3700 заключенных. При этом в тюрьме острая нехватка персонала, и на 150 заключенных приходится всего 1 охранник. Нет надлежащей санитарии. Пластиковые пакеты используются в качестве туалетов. Заключенные моются из общего ведра с водой, а питьевая вода кишит паразитами и бактериями. Насилие в Ла-Сабента является такой же частью повседневной жизни, как прием пищи или сон. Изнасилование и даже обезглавливание – обычные явления. Большинство заключенных спят в тесных гамаках, которые располагаются в узких коридорах и даже на крыше тюрьмы. Только лидеры банд, обладающие деньгами и властью, могут позволить себе базовые услуги, такие как медицинское обслуживание и собственная камера с вентилятором и телевизором. Гуантанамо, США. Если другие самые страшные тюрьмы хотя бы не делают вид, что соблюдают права человека, то мир был ошарашен, когда узнал о зверствах, творящихся в тюрьме Гуантанамо. Там содержатся заключенные со статусом комбатанта и подлежащие суду специальной военной комиссии. Большинство из них мусульмане. Многим из арестантов не предъявлены официальные обвинения. По свидетельствам самих заключенных, а также правозащитных организаций, к узникам в Гуантанамо применяются различные пытки, в том числе лишение сна, длительное прослушивание музыки на максимальной громкости, избиение и имитация утопления.
Тюрьма Муханга, Руанда. Это самая переполненная тюрьма в мире. Около 7 тысяч заключенных находятся в учреждении, рассчитанном всего на 400 человек. Однако в такой стране, как Руанда, где 500 000 человек были убиты в результате геноцида, условия содержания в тюрьмах находятся не в центре внимания большинства граждан. У многих людей, содержащихся в тюрьме Муханга, нет другого выбора, кроме как стоять весь день, а спать приходится тесно прижавшись друг к другу из-за хронической нехватки свободного места. Скученность настолько велика, что многие заключенные умирают от удушья и болезней, не дождавшись дня освобождения. Как и в большинстве других самых ужасных тюрем мира, санитарно-гигиенических условий в Муханге практически нет. Из-за того, что пол покрыт слоем нечистот, у многих заключенных возникают инфекции ног, которые лечат кардинально – ампутацией ступней или пальцев ног. Тадморская тюрьма, Сирия. Тюрьма, расположенная в сирийском городе Тадмор, имеет репутацию одной из худших тюрем в мире. Жестокое обращение, пытки и бесчеловечное обращение в стенах этой тюрьмы сделали ее печально известной во всем мире. Самый шокирующий инцидент в Тадморской тюрьме произошел 27 июня 1980 года, когда по приказу военного деятеля Рифата Асада солдаты убили примерно 500 заключенных за один раз. Это была месть за покушение братьев-мусульман на сирийского президента Хафеза аль-Асада. С 1980-х годов в тюрьму начали заключать под стражу не только военных, но и других преступников. В 1980-х годах в тюрьме содержались тысячи уголовных и политических заключенных. Тадморская тюрьма была известна своим жестоким режимом. Заключенные часто подвергались жестоким пыткам, которые нередко приводили к смерти. Для того, чтобы добиться признания вины, на допросах охранники часто избивали заключенных металлическими трубами, кабелями, хлыстами, кнутами и деревянными досками. Иногда охранники накачивали мусульманских заключенных тяжелыми наркотиками, а иногда выводили их с полиэтиленовым пакетом на голове во двор, после чего забивали до смерти топорами. Существуют данные, что в этой тюрьме был специальный внутренний дворик, который использовался персоналом как место свалки трупов убитых узников. Чтобы противостоять жестокости и насилию, некоторые заключенные Тадморской тюрьмы решили объединиться и создать свою организацию. Однако сотрудники тюрьмы пресекли эти попытки. После многочисленных жалоб и обвинений тюремных служащих в жестоком обращении и применении пыток, в 2001 году Тадморская тюрьма была закрыта. Однако с 2011 года она вновь была открыта. В тюрьме содержались разные заключенные, в том числе политические, особо опасные преступники, дезертиры, военнослужащие, замешанные в уголовных преступлениях. Столкновения между заключенными часто заканчивались большим количеством жертв. В течение года в этой тюрьме умирали более 20 человек, многие узники сходили с ума. Сирийский поэт Фарадж Берагдар, проведший в Тадморской тюрьме 5 лет, охарактеризовал ее как королевство смерти и безумия. Карандиру, Бразилия. Расположенная возле бразильского мегаполиса Сан-Паулу тюрьма Карандиру была закрыта еще в 2002 году, но несмотря на это, она до сих пор сохраняет пальму первенства по жестокости условий содержания и самым неподходящим условиям содержания. Построенная в 1920 году, тюрьма практически не реконструировалась за 80 лет своего существования и представляла собой зловещий комплекс из кирпича и бетона с примитивными удобствами и жуткой антисанитарией. Точно описать жизнь в Карандиру под силу лишь тому, кто сам прошел через этот ад. Одновременное количество постояльцев тюрьмы могло быть от 7500 до 10 тысяч человек, и на всю эту армию преступников приходилось менее 1000 сотрудников. Служащие учреждения работали в 4 смены, поэтому в лучшем случае одновременно в тюрьме находилось не более 250 надзирателей и охранников. По большому счету, узники были предоставлены сами себе. В казематах Карандиру процветали насилие, наркомания и разврат. Каждый 5-й заключенный был ВИЧ-инфицированным. При этом медицинская помощь в тюрьме была крайне примитивной. Заключенные Карандиру десятками умирали от болезней, ран, полученных в конфликтах с сокамерниками, а также совершив суицид.
Очень часто при проведении операций в тюремной больнице игнорировали анестезию, а учитывая царящую в корпусах грязь, выжить после серьезной болезни было совсем непросто. Жуткая бразильская тюрьма имеет еще один страшный рекорд. В 1992 году здесь произошел самый кровавый тюремный бунт в истории Бразилии. Началось все с драки между двумя заключенными из противоборствующих преступных группировок и переросло в настоящее восстание, которое охранники тюрьмы и полиция подавили при помощи оружия. В ходе операции по усмирению беспорядков были застрелены 111 заключенных. Лагерь 22. Северная Корея. Внутри лагеря 22 находится примерно 50 тысяч заключенных. Большинство из них осуждены пожизненно за критику северокорейского правительства. Что еще более шокирует, так это то, что лагерь 22 является лишь одним из 30 таких концентрационных лагерей, действующих в Северной Корее. Условия в самой страшной тюрьме в мире явно сделаны настолько ужасными, насколько это возможно. Недоедание является нормой, а все заключенные должны работать и, по сути, являются рабами государства, бесплатно выполняя тяжелую физическую работу. Есть даже сообщение о том, что в лагерях для политических заключенных в Северной Корее практикуются опыты на людях. В одном из официальных докладов ООН, посвященных нарушению прав человека в КНДР, ситуацию с лагерями в стране сравнили с преступлениями нацистов в Германии во время Второй мировой войны. Лагерь построили еще в середине 1960-х годов. Позже его площадь увеличилась до 225 квадратных километров. Лагерь был обнесен колючей проволокой, на которую подавалось напряжение в 3 киловольта. За заключенными следили более 1000 охранников с автоматами, ручными гранатами и собаками. В 1990 году в лагере содержалось около 50 тысяч заключенных. Ни один из заключенных хвэрён так и не вышел на свободу. Сюда привозили только приговоренных к пожизненному сроку. В хвэрён жили не только сами приговоренные, но и члены их семей. В Северной Корее родственники осужденного – такие же преступники, как и он сам. Арестанты работали на угольной шахте, а их жены и дети жили в одном из 4 агропоселений на территории лагеря и трудились на полях. Бывший охранник лагеря по имени Ан Бьонг Чоль описывал условия пребывания в лагере как очень тяжелые и опасные для жизни. Первый визит в лагерь его шокировал. Заключенные выглядели как одетые в рваные тряпки ходячие скелеты. Почти каждый третий из них имел увечья, причиненные побоями охранников. Примерно у 2000 заключенных, по словам Ан Бьонг Чоля, отсутствовали конечности. Даже передвигающиеся на костылях заключенные должны были работать. Лагерная пайка состояла из 180 граммов кукурузы без каких-либо других овощей и тем более мяса. Ежедневно каждому арестанту было положено по 2 таких пайки. Каждый год в лагере от голода умирало по 1500-2000 человек. На их место ежегодно привозили новых заключенных. Начиная с 6 лет, дети осужденных должны были работать на уборке овощей и риса вместе с их матерями. Многие из детей, не достигнув и 10-летнего возраста, погибали от голода. Заключенные, сосланные в концлагерь без семьи, жили в бараках по 100 человек в одной комнате. В награду за хорошую работу семьям разрешали жить в одной комнате или маленьком домике без водопровода. Рабочий день в лагере начинался в 5 утра и заканчивался в 8 вечера. После работы проводились занятия по перевоспитанию. Единственным выходным днем для заключенных был Новый год. Охранники лагеря относились к заключенным как к классовым врагам, которые должны быть скорее уничтожены. Поэтому за любую провинность или непослушание арестантов ждала смерть. Другой из бывших охранников колонии номер 22 по имени Квон Хьок рассказывал, что однажды ему приказали казнить сразу 31 человека за то, что один из заключенных пытался бежать. По словам Квона, публичные казни в лагере в 1980-х годах проводились каждую неделю. В 1990-х расстреливать людей стали втайне от остальных арестантов. Эти тюрьмы – верх нечеловечности, которые действуют вне всяких правил. Связано это с людьми, которые там обитают. Такие методы усмирения людей вызывают дрожь по телу, а также повышают мотивацию не нарушать закон. Какая из тюрем самая ужасная на ваш взгляд? Напишите в комментариях. Ну а пока
С вами все так же был Панкейк. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч!